Ола, камрады, с вами Неуложенный Борода Бро, и сегодня я вам расскажу, как можно написать ambient лупы в стиле Palace из 808 Мафии. Пока я писал свой лупкит, я смотрел очень много видосов, как делают лупы в стиле Cubits, Palace, Southside из 808 Мафии, и я кое-что узнал, сегодня я поделюсь с вами своими знаниями. И если говорить о Palace, то пара секретов сразу. Это немного инструментов, это атмосфера и это жирная драмка. Погнали в проект. Как видите, проект выглядит довольно-таки просто, и первый инструмент, который был, это Omnisfera, это пак Studio Plug, Ambient Flask, немножко изменил, я убрал немножко тембра и убрал второй синт. По итогу получились такие колокольчики. Очень прикольный призвук, такой есть какой-то металличности. И что я сделал дальше? Тональность у нас Re диез минор, и я просто наиграл на черных клавишах вот такую вот мелодию. Весь секрет этой мелодии в том, как и мрачных лупов и мелодий, это два полутона. То есть вот у нас фа диез и ми диез. Между ними полутоны, и они звучат так довольно-таки напряженно. Далее я добавил еще две ноты, как раз так же в полутонах, чтобы они звучали немножко напряженно. И дальше три ноты. Получилась вот такая мелодия. По обработкам давайте посмотрим. Я кинул сути. Я, кстати, понял, что я это называю суси. Мне нравится это название. Дефолтный пресет, который немножко подрезает частоты резонанса. Далее эквалайзером я срезал все до 20 Гц и поднял в районе почти 2 кГц. Также хочу поделиться своим лайфхаком с точки зрения Velocity. Я кидаю пресет пиано, который находится в MIDI-эффектах Velocity Piano, и поднимаю громкость нижней ноты на 50. Получается, что мелодия начинает звучать тихо, но здесь я добавил 15 дБ, поэтому все нормально. Далее я добавил синт. Для синта я использовал клавишные из пака Palace как раз для Omnisfera. Здесь было два инструмента, точнее три инструмента, один из них я отключил, по итогу получился такой звук. Старый винтажный синт, который добавляет своей атмосферы. Также я играл на полутонах, примерно тех же самых, только в этот раз начинал с фа диез. После того, когда я наиграл мелодию, я добавил две ноты, ноту ля и ноту ми, после чего я скопировал, и ноту ля из первой части я убрал, оставив только вот эту ноту ми. Давайте послушаем, как звучат два инструмента вместе. По обработкам синта я отрезал диапазон от 650 до 3000 Гц, взял имиджер, довольно-таки сильно расширил, сделал потише гейна и кинул раум, прибавил микса, прибавил дикея, low cut, high cut. После чего я понял, что вполне неполноценно мелодия звучит, и решил добавить пианино. Для пианино я использовал Keyscape Library LA Custom Dark Score. С пианино все так же предельно просто, здесь почти так же, как и с этими колокольчиками. За основу я взял ноту ре, но в этот раз я пошел не с фа и ми, а с ля диез и си. И потом добавлял ноту ми. После чего я скопировал ноту ре, поднял на 2 октавы вверх, добавил сначала просто одной длинной ноты, после чего немножко ее порезал, спустив на одну ноту, точнее на тон ниже и на тон выше. Что получилось в итоге? Давайте посмотрим по обработкам. Точно так же пиано, после чего эквалайзером я срезал 186 Гц, немножко убрал муть в 310 Гц, добавил имиджер, просто расширил немножко и добавил раум. Убрал дикей, открутил микс, high, low cut, как всегда. Palace в том числе очень любит добавлять мелодии флейты, поэтому я взял
из его же пака Flute Vio. Звучит она следующим образом. Здесь намешано два звука. Первый — это, как я вижу по картинке, смычком играют по калимбе, такой звук флейты. А второй — это пэд, который был очень громкий. Я здесь немножко убавил его громкость. Послушаем все инструменты вместе. По обработкам на группе мелодий висит антимат компрессор, о котором я опять-таки говорил в прошлом видео, и Reels, который я вкратце затрагивал, но здесь я его использую. Пресет классический, нормальный, я сделал по минимуму звук мотора и хисс, так называемый вот этот звук радио, потому что если сделать их громче, послушайте, как это будет звучать. Поэтому буквально по паре процентов для того, чтобы они создавали свою атмосферу. В целом, возможно, вместе все звучит кашеобразно, но сделав структуру трека, сделав луп полноценным, все звучит вполне на своем месте. И дальше после этого я начал работать с ударкой уже 808. Очень простая партия, во мрачных битах я всегда поддерживаю примерно одну ноту корневую, и дальше от нее немножко, буквально, может быть, на тон вниз, на тон вверх ухожу. Ну, то есть атмосферный бит, он не должен каким-то быть, где ты делаешь какие-то пробежки на октаве вверх там и так далее. На мой взгляд, темный атмосферный бит, тот, который создает атмосферу, и здесь одна вот эта нота баса, она вполне вытягивает и подчеркивает эту атмосферу. По обработкам бас в моно, сайдчейн от кика, и плюс я еще кинул лимитер для того, чтобы немножко подрезать наверха 808. Далее кик, ничего сложного, кик у нас идет в моно с измененной фазой, я об этом говорил в прошлом видео по сведению. Снейр вообще без обработок, я кидал на него Just Clip, но понял, что он и так вполне неплохо звучит, кинул на него моно, а с хэтами довольно-таки интересно. Смотрите, очень простая партия, two-step так называемый, но если послушать, она звучит следующим образом. Также каких-то роллов я не стал делать, это более присуще Саутсайду и из 808 мафии. Здесь я сделал все просто. Во-первых, здесь в моно звучат хэты, и плюс Effectrix. На Effectrix две точки с реверсом, одна с лупом, с репитом на 1/32, плюс фейзер. То есть обычный two-step hi-hat, только немножко разнообразен именно Effectrix. Далее по мелочи два open-hat. Первый вместо крэша, второй в паре мест играет перед снейром. Прикольный FX, который я также в самом начале такта поставил, мне он чем-то напоминает дрилл. Но он создает свою атмосферу. Здесь я срезал все ниже 170 Гц и просто кинул пресет Hybrid Reverb, самый классический, без каких-либо настроек. Перкуссия, ничего интересного. Перкуссия вторая, которая запитчена на 2 полутона вниз с прикольным звучанием. Плюс райзовый свуш эффект, я его называю свайп. Без каких-либо обработок. Дальше все по балансу громкости, все, как я говорил в прошлом видео, и если посмотрите, также я отмастерил его, и в итоге у нас получается такой просто бомбический, на мой взгляд, атмосферный, жирный бит-ток, который вы можете бесплатно скачать на BeatStars. Кстати, ссылка будет в описании в разделе «Социальные сети». Ну а с вами был Борода Бро. Как вам такой формат быстрых обзоров? Стоит ли писать с нуля или вполне хватает такого материала? Помните, что этот канал мы делаем вместе. Жду ваши лайки и комментарии. Всем пока, увидимся.